Всем привет! С вами Дмитрий, и вы на канале Dmitry Day Tutors. Сегодня мы рассмотрим, как совместить рендер-пас объемного света с уже полученным изображением в программе Blackmagic Fusion. Я расскажу, как внести изменения по цвету, яркости и контрастности. Также мы поговорим об оптимизации превью рендера, рассмотрим два способа, как можно ускорить просчет. Исходники к данному уроку вы можете найти в описании ниже. Для начала я продублирую группу с фоном и размещу ее ниже. Ноду внутри группы я удалю. С помощью ноды Loader я добавлю отрендеренное изображение объемного света. Напомню, чтобы создать ноду в нужном месте, нажимаем левой кнопкой мыши. Например, вот здесь. В папке проекта нахожу секвенцию и добавляю ее. Нода появится в том месте, где я нажму левой кнопкой мыши. Пробежимся по всем кадрам. Забегая немного вперед, скажу, что для каждого кадра у нас будут разные настройки по цвету, яркости и контрастности. Меняю имя для группы с нодами объемного света, а также цвет подложки. С помощью ноды Merge совмещаем объемный свет с интерьером. Перетаскиваю серый квадрат и совмещаю его с серым квадратом предыдущей ноды Merge. При такой последовательности объемный свет размещается поверх интерьера. Сейчас, если активировать ноду Merge, мы увидим рендер-пас объемного света. С помощью параметра Blend мы регулируем степень смешивания или прозрачность. Обратите внимание на зеленую стрелку, которая идет от изображения к Merge. Это означает, что изображение накладывается поверх фона. При значении 1 изображение получается непрозрачным. Уменьшение значения приводит к тому, что слой будет невидим. Чтобы получить режим смешивания Add, меняем значение параметра AlphaGain на 0. Теперь я бы хотел внести кое-какие правки в исходный пас. Если приблизить изображение, мы увидим шум. Безусловно, можно попробовать выставить очень большие значения сэмплов, чтобы избавиться от него. Но это может занять много времени. Я предлагаю воспользоваться денойзером. Открываем Fusion Reactor. Ссылку на установку данного плагина вы можете найти в описании ниже. В поиске пишем Denoiser. Находим и устанавливаем OIDN Denoiser. Далее находим ноду в поиске и добавляем после паса. Видно, что в ярких участках изображение стало тусклее. Давайте включим настройку HDR. Я протестировал оба режима и остановился на HDR Light Map. На мой взгляд, данный вариант отлично справляется с подавлением шума и сохраняет детали. В настройках ноды есть зеленая и розовая стрелки. К ним можно подключить пассы Albedo, зеленая стрелка, и Normal, розовая стрелка. Сейчас мне не потребуется использовать дополнительные пассы, так как исходный пас очень простой в плане детализации. Вот что сейчас получилось. Чтобы наглядно показать работу Denoiser, я прозумирую изображение и буду отключать и снова включать ноду. Разница весьма ощутима. Теперь в пас объемного света я бы хотел внести изменения по цвету и плотности. Создаем ноду цветокоррекции Color Corrector и размещаем ее правее, после ноды Denoiser. Изменим цвет на следующий. Для того, чтобы это сделать, в окне цветового круга смещаем точку с буквой M правее, ближе к оттенкам желтого. Буква M, Master, означает, что изменения применяются ко всем участкам. Чем дальше от центра расположен кружок, тем более насыщенным будет цвет. У меня получился вот такой цвет. Для наглядности я разделю экран на две части. Влево я размещу пас цветокоррекции, а в правой комбинацию объемного света с интерьером. Теперь рассмотрим, какие параметры в ноде цветокоррекции будем менять. Начну с Gain. При увеличении данного параметра изображение постепенно станет ярче. Если значение будет меняться ниже единицы, изображение начнет темнеть. Старайтесь постепенно вносить изменения, при этом меняйте масштаб картинки, чтобы сравнивать цвет. Это позволит лучше оценить плотность и сочетание цветов. Мы же остановимся на следующем значении Gain.
Следующий параметр, который я бы хотел изменить, это гамма. Чтобы добиться большего контраста, я постепенно буду уменьшать значение. Примерно так. Еще раз обратите внимание, как с помощью ноды цветокоррекции можно очень быстро изменить цвет. Чтобы уменьшить прозрачность объемного света, нужно уменьшить значение параметра Blend. Это будет выглядеть следующим образом. Кстати, помните, в уроке по созданию объемного света мы сделали паз и в нем оставили вот этот материал. Теперь, когда я смешиваю его с изображением интерьера, получается эффект засвета. Давайте посмотрим, как будут выглядеть другие кадры. В дальнейшем для каждого кадра я буду использовать уникальные настройки цветокоррекции. А вот, например, в последнем кадре можно немного подкрутить контраст. Сравним результаты с объемным светом и без. Картинка стала интереснее. Следующим этапом будет создание виньетки. Добавим ноду Color Corrector, изменим параметр Gain на 0.3. Изображение станет темнее. Чтобы этот эффект был виден только по краям, нужно добавить маску, которая будет формировать воздействие ноды. Выделяем ноду цветокоррекции. На панели избранного находим радиальную маску и добавляем ее. Меняем размеры маски. Если навести мышкой на края, цвет изменится с красного на белый. Нажимаем левой кнопкой мыши и перетаскиваем форму к границам изображения. Обратите внимание, геометрия маски находится за пределами изображения. Чтобы нода цветокоррекции делала края темнее, нужно инвертировать маску. В настройках маски нажимаем вот здесь. Сейчас края маски очень резкие, и с помощью параметра Soft Edge сделаем ее более мягкой. Просто увеличиваем значение и подбираем на глаз. У меня получилось вот так. В раскрывающемся списке фильтров я выбрал Gaussian. Ноду маски я размещаю правее. Ближе к концу нашего дерева нам нужно добавить ноду Osseo, чтобы изображение было правильно преобразовано из ACES в sRGB. Добавляю ноду Osseo с готовыми настройками. После этого картинка будет выглядеть несколько ярче. Происходит это потому, что идет наложение ACES в Osseo ноды и использование LUT, где также используется ACES. Чтобы этого не происходило, отключаю LUT. Давайте проверим настройки ноды ACES. Чем сложнее становится дерево нод, тем больше ресурсов требуется, чтобы все это просчитать. Если сейчас в ноде Merge я попробую изменить параметр Blend, обратите внимание, будет некоторая задержка в обработке. То же самое будет происходить, если изменить параметры в ноде цветокоррекции, меняющие цвет и плотность паса объемного света. Происходит это потому, что вместо LUT сейчас мы используем ноду Osseo с ACES. Первый инструмент, который поможет в оптимизации просчета, называется ROE. По сути, это выделенный участок с изображением, который будет отображаться при просчете. Все, что находится за его пределами, отображаться не будет. Чтобы активировать инструмент, нажимаем вот здесь. В раскрывающемся списке выбираем Set. В окне Viewer появится белый прямоугольник с кружками, расположенными по центру ребер. Здесь все очень просто. Чтобы изменить размеры прямоугольника, нажимаем на любой кружок и перетаскиваем в нужном направлении. Чтобы изменить размер сразу по двум направлениям, нажимаем на кружок в углу. Чтобы сместить всю область, нужно поместить курсор мыши на линии, после чего смещать опять же в нужном направлении. Чтобы заблокировать область от случайного смещения или каких-то других манипуляций, в раскрывающемся списке выбираем Lock. Сейчас видно, что область заблокирована. Давайте посмотрим, как изменится производительность с включенным ROE. Пробую менять параметры ноды цветокоррекции и вижу, что просчет стал несколько быстрее. Задержка по-прежнему осталась, но в целом стало быстрее. Чтобы отключить ROE, нужно еще раз нажать вот здесь. Следующий инструмент, который позволит нам сэкономить время, называется автопрокси.
находится этот инструмент вот здесь. Если нажать правой кнопкой мыши в раскрывающемся списке, мы увидим размеры. Работает это следующим образом. Если кнопка включена, при любом изменении, например, в ноде цветокоррекции, Fusion будет автоматически менять размер в зависимости от выбранного значения прокси. Чем выше значение, тем более пиксельной получится картинка. И, конечно же, мы получим максимальную производительность. Начнем с единицы. Нажимаем кнопку «Автопрокси» и пробуем менять значение. Честно говоря, я не заметил особой разницы. Давайте выставим размер прокси на 5. Сейчас очень хорошо видно, насколько быстрее просчитывается изображение. Единственный минус в том, что теряется качество картинки. В процессе обработки, то есть изменения какого-то параметра, появляется пикселизация. В сочетании этих двух инструментов можно значительно увеличить производительность. Давайте подытожим. Мы разместили новый пас с объемным светом, добавили ноду с денойзером, чтобы убрать шум. С помощью цветокоррекции сделали пас ярче и добавили цвет. В ноде Merge с помощью параметра Blend можно изменить прозрачность объемного света. Добавили виньетку, которую с легкостью можно настроить. В финале разместили ноду Osio с настройками ACES. Благодарю вас за просмотр данного урока. Если остались вопросы, пишите их в комментариях видео, чате Discord или Telegram-канале. Исходники к данному уроку вы можете найти в описании ниже. Подписывайтесь на канал. Удачи! Пока!